К сожалению, дроны FPV затмили собой самонаводящиеся снаряды. О самонаводящихся чудо-снарядах вообще перестали упоминать, потому как основное внимание средства массовой информации стали уделять беспилотным летательным аппаратам и дронам камикадзе. Ведь они в корне изменили всю тактику ведения боевых действий. На протяжении столетий артиллерию называли богом войны. В принципе, ничего не изменилось и в наши дни. Раньше свою всесокрушающую силу дальнобойные пушки и гаубицы демонстрировали лишь в том случае, когда работали большой группой. А у артиллеристов под рукой имелись целые склады боеприпасов. И требовались эти самые боеприпасы в огромных количествах. А ведь их нужно было не просто произвести на заводах в глубоком тылу, но и доставить к линии фронта. А там еще подвести, а иногда еще и принести непосредственно к орудиям, ведущим огонь по противникам. А как много нужно снарядов? К примеру, для подавления полевого опорного пункта требуется до 800 артиллерийских снарядов. Тут нужна не одна пушка, а большое количество орудий. Только работу артиллерии сильно осложнили беспилотные разведывательные аппараты. И сегодня стало практически невозможным сосредоточить на каком-либо узком участке фронта сразу большое количество артиллерийских систем и подвести к ним достаточное количество снарядов. Враг сразу же их обнаружит и нанесет упреждающий удар. Вот почему теперь артиллерийские орудия работают индивидуально. Их расчеты уделяют первостепенное внимание маскировке. В подобных условиях главной задачей артиллеристов становится не простое бросание на голову противника сотен и даже тысяч железяк, начиненных взрывчаткой, как это было раньше, а нанесение быстрых высокоточных ударов. Впрочем, велением времени становится новый принцип. Дальнобойное артиллерийское орудие должно стать подобием сверхмощной снайперской винтовки. Но ведь каждому понятно, что с дистанции 15-20 километров обычным снарядом в малоразмерную цель, к примеру, в танк не попадешь. И даже если над целью летает разведывательный беспилотник, а его оператор корректирует огонь артиллеристов, ничего не изменится. Если даже первые пристрелочные снаряды упадут где-то рядом с целью, а оператор беспилотника быстро скорректирует промах, передаст артиллеристам уточненные данные, толку от этого будет не очень много. Ведь от отдачи при выстреле наводка пушки каждый раз сбивается, так что из-за рассеивания снарядов для поражения заданной цели потребуется произвести очень-очень много выстрелов. При этом пушка, ведущая огонь в течение длительного времени, сама будет обнаружена противником, и по ней вскоре будет открыт ответный огонь. Вот почему выходом из положения становится применение специальных, самонаводящихся или управляемых артиллерийских снарядов. Достаточно 2-3 таких снарядов, чтобы с гарантией поразить малоразмерную цель, после чего расчет орудия может заняться маскировкой или даже сменить позицию. А еще по намеченному объекту атаки могут ударить несколько пушек с разных направлений и расстояний. Сегодня в телевизионных репортажах с боевых действий все чаще стали мелькать кадры того, как российские артиллеристы разносят вражескую бронетехнику с первого выстрела. Это работают самонаводящиеся краснополя. Кстати, однажды на полигоне в ходе проведения выставки вооружений в Арабских Эмиратах на дальности 15 километров самоходная гаубица 100С, сделав 40 выстрелов, поразила краснополями 38 целей. Конечно, снаряды эти не дешевые, по цене как автомобиль, но судя по заявлениям руководства российской армии, их производство сейчас резко увеличивается. Да, затраты большие, но благодаря самонаводящимся снарядам резко снижается износ пушек, облегчается снабжение огневых позиций боеприпасами, возрастает выживаемость орудий на поле боя. Так ведь подобные снаряды наверняка есть и у противника, скажете вы. Да, есть. Это американские эскалибуры. Вот только стоят они на порядок дороже. Но главное, наводятся на цель эти снаряды, используя спутниковую систему навигации. А значит, их систему наведения можно заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, что сейчас и наблюдается в зоне боевых действий. Широко разрекламированные эскалибуры стали мазать, падать в стороне от намеченных целей. А как же работает тогда краснополь? Оказывается, краснополь – это не один снаряд, а целый комплекс средств, которым может оснащаться любая артиллерийская установка калибра 152 мм. Стрельба осуществляется следующим образом. Самоходная или буксируемая артиллерийская установка выдвигается на скрытую позицию, которая может располагаться на расстоянии 15-20 км от цели. В это время разведчики-корректировщики, оснащенные переносным комплексом автоматизированного управления огнем, ищут заданную цель. Обычно это важные объекты противника, склады вооружения, опорные пункты обороны, места дислокации войск и военной техники, ракетные базы или командные пункты. Затем координаты цели передаются по радиоканалу на огневую позицию, где орудие заряжается и наводится на цель, а корректировщики готовятся подсветить ее лазерным лучом. Ведь по отраженному от цели сигналу как раз и будет наводиться управляемый снаряд.
В момент выстрела разведчикам-корректировщикам приходит ответный сигнал и начинается точный отсчет времени. Ведь когда снаряд подлетит к цели, нужно будет включить лазерный прожектор. Сразу это делать нельзя. Если противник зафиксирует лазерное облучение и обнаружит позицию корректировщиков, то может нанести по ним упреждающий удар или поставить дымовую завесу, стреляя специальным дымовым снарядом. В общем, сорвет всю операцию. Кстати, летит снаряд тоже очень интересно. Выстреливается он с относительно небольшой скоростью и улетает вверх по баллистической траектории. После выстрела у снаряда сбрасывается головной обтекатель и раскрываются 4 хвостовых крыла стабилизатора. Внутри головной части активизируется система управления. Начинает раскручиваться гироскоп системы инерциального наведения на цель. Задача этой системы пока еще только привести снаряд к заданный район цели с минимальными отклонениями в ту или иную сторону. В самой верхней части траектории полета у снаряда выпускаются носовые аэродинамические рули и включается твердотопливный реактивный двигатель. В этот момент снаряд становится похожим на небольшую ракету. Задача ускорителя – еще больше разогнать снаряд, чтобы он летел как можно дальше. К этому моменту гироскоп инерциальной системы выходит в штатный режим работы, и она начинает отслеживать малейшие отклонения снаряда от заданной траектории полета. Проще говоря, система управления за счет подруливания аэродинамическими рулями не позволяет ветру снести снаряд в сторону. Когда до цели остается примерно 2-2,5 километра и всего несколько секунд полета, автоматически включается лазерный прожектор, а головка самонаведения снаряда ориентируется на отраженный от цели лазерный сигнал. Кстати, самим разведчикам-корректировщикам находиться рядом с блоком подсветки цели при этом не обязательно. Они теперь могут укрыться где-нибудь поблизости, чтобы не пострадать от взрывной волны, если, к примеру, будет взорван склад с боеприпасами. А система самонаведения снаряда, захватив отраженный от цели лазерный луч, заставляет исполнительный механизм шевелить рулями, выводя снаряд точно на цель. Краснополь может поражать цели в движении – танки, мобильные пусковые ракетные установки и прочую военную технику. Правда, опыт боевых действий в Украине показал, что подобраться к вражеским объектам в реальных боевых условиях не так-то просто. Да и за движущимся танком из-за кустов долго следить не удается. Поэтому сегодня обнаружение целей и их подсветка лазером возлагается на беспилотные летательные аппараты, такие, например, как «Орлан». Этот небольшой малозаметный беспилотник самолетного типа способен нести на борту всю необходимую аппаратуру и находиться в воздухе продолжительное время. А сверху видно все. Сегодня связка Орлан-Краснополь становится идеальным убийцей и вражеских танков, и других малоразмерных военных объектов. А сильно ли отличается Краснополь от обычных снарядов? Внешне не очень, а вот начинка иная. Можно сказать, что Краснополь – это нечто среднее между ракетой и снарядом. История его появления началась во второй половине 20 века, когда военные стали уповать на всемогущество управляемых ракет, с большой точностью способных поразить цель. Вот только ракеты оказались непомерно сложными и дорогими изделиями. Выпускать их миллионами штук, как снаряды и патроны, невозможно. Как известно, в отличие от снаряда, выбрасываемого из ствола пушки за счет газов, образующихся при сгорании пороха внутри ствола, ракета летит в сторону противника за счет работы собственного реактивного двигателя, которому требуется достаточный запас топлива. Из-за этого ракеты получаются более крупными и неудобными в эксплуатации. Что если самонаводящуюся головную часть ракеты забрасывать на голову противника при помощи пушки? Главное, чтобы при выстреле все точные приборы самонаведения и органы управления включились бы от огромной перегрузки. Долгое время выполнить эти требования было невозможно. Но, как порой бывает, новые технологии пришли из другой отрасли. Еще 60 лет тому назад в нашей стране начались исследования, направленные на создание антиракет. Ракет, способных перехватить боеголовки вражеских баллистических ракет. Так как времени на перехват оставалось очень мало, стартовать антиракета должна была с очень большой скоростью и маневрировать с перегрузками до 50 единиц. Создание аппаратуры, способной выдержать большие перегрузки, было чрезвычайно сложным делом. Но через 10 лет в ходе этих работ были созданы вполне работоспособные системы наведения. Затем было решено перенести накопленный опыт по коррекции полета боеголовки антиракеты на артиллерийские системы. И вот спустя еще чуть более 10 лет на вооружение нашей армии как раз и был принят управляемый снаряд, получивший название «Краснополь». Произошло это в 1986 году, а ведь с тех пор данный вид боеприпасов все время продолжал совершенствоваться, и сегодня он практически лучший в мире.